Привет, друзья! Привет! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы затронем одну из наинтереснейших тем. Многие из вас когда-либо задумывались об открытии в своем кафе, шаверме, кофейне или, может быть, пекарне. В нашей жизни случился такой опыт. Мы открывали пекарню с нуля. Сегодня мы расскажем вам обо всем без приукрас. Про то, как мы набирали сотрудников, искали помещения, про то, что у нас даже были суды. Вся правда о работе в общепите без приукрас. Поехали! Но сначала подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и продолжайте просмотр. Это видео не бизнес-план и не руководство к действию. Мы лишь поделимся своим опытом и дадим вам немного советов. Данное видео будет интересно тому, кто только собирается встать на путь открытия общепита. Берите тетрадку, ручку, будут действительно дельные советы. В 2018 году нам пришла идея открыть свою собственную пекарню. Почему пекарню, спросите вы? Мы проанализировали разные виды бизнеса и поняли для себя то, что хлеб покупали и будут покупать всегда. Хлеб – это такой продукт, который человек употребляет ежедневно. Это и послужило основной причиной тому, что мы решили открыть пекарню. Скажем сразу, что опыта работы в общепите у нас практически не было. Ответив сами себе на вопрос, почему именно пекарня, мы начали искать решение, как сделать так, чтобы пекарня состоялась, чтобы мы просто не вложили деньги и они у нас не прогорели. И сейчас вкратце по пунктам расскажем, какие действия мы предприняли для того, чтобы запустить пекарню. Мы решили, что будем покупать франшизу. Плюсы и минусы покупки франшизы мы расскажем в конце видео. Как же мы выбирали франшизу? Ну, для начала. Мы объездили все пекарни, которые существуют в городе. Посмотрели, в каких пекарнях присутствует франшиза, потому что не все пекарни предлагают покупку франшизы. Затем мы проанализировали вообще рынок всех франшиз пекарен, которые предлагаются в нашей стране. Выбрали несколько пекарен, которые нам показались интересными, и отправили им запросы. Дальше пекарни отправили нам коммерческие предложения, которые мы анализировали, выбирали лояльные для нас условия, подходящую сумму роялти, и дальше уже общались с менеджерами. Вы не поверите, но менеджер только одной из франшиз довел продажу франшизы до конца. Так мы и выбрали франшизу. Дальше, после выбора франшизы, необходимо было подготовить документы. Мы решили зарегистрировать нашу компанию как ИП. ИП я оформлял на себя. Назовем этот пункт «Документы». После того, как мы зарегистрировали ИП, нам необходимо было выбрать ту форму налогообложения, которая была бы для нас комфортна. Пообщавшись с франшизой и другими собственниками пекарен, мы пришли к выводу, что лучше выбрать такую форму налогообложения, как доходы минус расходы. К этой УСН-ке подключить или применить патент. Про эти две системы вы можете прочитать на сайте налоговой, где вы поймете все плюсы. Я попытаюсь коротко рассказать об этом. Итак, доходы. Это все, что мы получаем за месяц с пекарни. Например, это порядка 400-500 тысяч рублей. Из этого всего необходимо отнять сумму арендной платы, заработную плату, расходы, связанные с закупом продуктов для того, чтобы производить, а также многие другие моменты. Из этого всего у нас остается чистая сумма, которую мы заработали, и только из этого всего мы платим 15%. Это гораздо выгоднее, чем ОСН 6%. Патентная же система налогообложения, куда попадает изготовление хлебобулочной продукции, тоже очень выгодно. Вы всего лишь один раз в год платите фиксированную сумму. У нас за год она составляла порядка 14 тысяч рублей. Следующим шагом, который было необходимо сделать, это установка электронной кассы и кассовый учет. Мы купили кассу, заказали ее подключение, зарегистрировали ее в налоговой, все это оформили и начали изучать документы, которые нам потребуются для работы в дальнейшем. Так, например, для нас стало открытием системы Меркурий, которая сейчас уже активно работает с различными видами производства. Например, с фермы к нам поставляются яйца. Яйца нужны для производства многих хлебобулочных изделий. Система Меркурий отслеживает путь яйца с самого начала его производства до момента, как оно будет произведено.
Так, например, когда мы закупили, это отразилось все в системе Меркурий, что производитель передал нам эти яйца, и в дальнейшем эти яйца мы отражаем, что мы перевели на хлеб. Вся эта история фиксируется в единой программе. Это нужно для отслеживания продукции. Точно так же, например, как отслеживание алкоголя через систему ЕГАИС. Также нам было необходимо зарегистрироваться в Роспотребнадзоре. Туда мы просто отправляли заявление, потом созванивались, проверили, что наше заявление дошло. Для того, чтобы все люди могли пользоваться карточками при оплате нашей продукции, нам было необходимо подключить эквайринг и завести расчетный счет. Так мы сделали обслуживание наших покупателей гораздо лучше и удобнее. Это были основные документы, которые мы использовали в своей работе. Но в дальнейшем мы узнали, что в общепите используется еще куча разных журналов учета, которые необходимо заполнять ежедневно. Так, например, это журнал учета здоровья или журнал замена электроламп. Следующим пунктом, как мы все зарегистрировали, как познакомились со всеми документами, мы перешли к следующему этапу, это поиск помещения. Один из самых сложнейших этапов в бизнесе. Почему? Вроде кажется, что очень много помещений, на которых написано аренда, и очень много помещений находится на Авито. Но не все они подходят под нужды общепита. Так, например, у нас во франшизе позиционировалось такое, что пекарня должна находиться на малых квадратах. И идеальное помещение должно было включать в себя 50 квадратных метров. На этих 50 квадратных метрах размещалось как производство, так и сама зона продаж. Ко всем помещениям в общепите есть большое количество требований, которые необходимо соблюдать. Итак, самой главной проблемой, с которой мы столкнулись при поиске маленького помещения, это нехватка количества электроэнергии. 2-3 месяца мы только искали такое помещение. Так, например, возле одного помещения мы поставили автомобиль, в котором включили видеорегистратор на 48 часов и позже прям вручную просчитывали, сколько человек там проходит. Плюсом этого помещения было то, что рядом находился большой сетевой продуктовый магазин, который был якорем на районе, и он притягивал к себе покупателей. Соответственно, если бы мы взяли помещение именно рядом с этим магазином, то мы бы имели хороший проходной трафик. Так мы и сделали. То помещение, которое мы подобрали и нам действительно понравилось, мы ожидали еще 2 месяца, потому что это помещение было занято, и мы просто знали, что оттуда будут съезжать. Когда люди оттуда съехали, мы перешли к третьему этапу, который называется ремонт. Благо у нас был очень адекватный арендодатель, который дал нам целый месяц арендных каникул для того, чтобы мы запустили это помещение и построили там целое производство. Ремонт. В общепите очень много требований к ремонту помещения, а именно к его отделке. Так, например, мы узнали, что нужен жироуловитель. Жироуловитель – это та штука, которая улавливает большие жиры, и они не уходят в канализацию. Также стены помещения в общепите должны быть отделаны белым кафелем, а верх может быть отделан любой хорошей моющейся краской. Для чего это сделано? Когда ты используешь белый кафель, видно всю грязь, которая легко вымывается, и после этого видно уже чистоту помещения. К ремонту мы подошли особенно ответственно, мы закупали хорошие материалы, подготавливали шикарный дизайн-проект для нашей пекарни, и в дальнейшем мы все это осуществляли. Закупы производили в Леруа Мерлен. Весь ремонт у нас занял 350 тысяч рублей. Туда входила электрика, сам ремонт косметические помещения, оснащение, установка перегородки стены, а также ремонт небольшой наружной части пекарни. И следующим пунктом мы выделили закупку оборудования. Список оборудования нам предоставила франшиза. Нам оставалось только выбрать поставщика. Поставщика мы также выбирали из нескольких вариантов и старались договориться на более лояльные условия с каждым. Поставщика мы нашли, все выбрали, внесли предоплату, и, как это часто, к сожалению, бывает, поставщик этот нас подвел. В конце видео мы расскажем всю историю про этого поставщика. У основного поставщика мы закупали в основном самое крупное необходимое оборудование. Это холодильник, морозильная камера, расстоечные шкафы, печи, листы для выпекания,
формы для хлеба. А всю остальную кухонную мелочевку мы закупали в Симолэде. И следующим пунктом мы выделяем поиск поставщиков. Поиск поставщиков для предприятия общественного питания очень важная часть перед открытием бизнеса. Это компании, которые станут вашими надежными партнерами на период работы вашего бизнеса, поэтому к их отбору нужно подходить очень тщательно. Перед открытием пекарни мы выбрали около 15 поставщиков сырья. Например, отдельный поставщик на молочные продукты, отдельный поставщик на колбасные изделия, отдельный поставщик пшеничной муки, отдельный поставщик ржаной муки, отдельный поставщик яиц, отдельный поставщик слоеного теста, также отдельный на начинки и другие поставщики. Небольшой совет от нас. Всегда внимательно проверяйте поставленную продукцию, ведь бывает такое, к сожалению, что привозят просроченную продукцию. Следующим пунктом выделяем поиск работников. Пекарня – это low-cost сегмент на рынке. Соответственно, работники, которые работают в пекарнях, не такие ответственные, как, например, шеф-повара в элитных ресторанах. Они могут не прийти на работу, забухать, загулять и найти 1000 причин, чтобы не выйти на работу, либо отработать плохо. И каждый предприниматель надеется, что его это не коснется. Но, к сожалению, реальность такова, что это встречается на каждом предприятии общественного питания. Так, например, в день открытия у нас было 3 пекаря и 2 продавца, но в конце рабочего дня у нас остался 1 пекарь и 1 продавец, а остальные сказали, что им работать тяжело, и ушли. И поэтому нам пришлось самим встать работать на кухню и на кассу и изучить все этапы производства и продажи хлебобулочных изделий. Мы приезжали к 5 утра, чтобы самим выпекать хлеб и остальную выпечку, потому что даже один день закрытия пекарни составлял минус 25 тысяч рублей нашего бюджета, не говоря уже о потере авторитета у покупателей. Как мы искали сотрудников? Оказалось, что ни HeadHunter, ни Авито, ни другие сайты поиска работы, ни даже служба занятости не помогут вам найти профессионалов в сфере общепита, а именно пекарей и продавцов. Единственный рабочий вариант для нас оказался это развешивать объявления у пекарни и на самой пекарне, что мы в поиске сотрудников. И к нам приходили на работу люди, которые живут рядом с пекарней. И так за полгода мы сформировали постоянный штат сотрудников пекарни. И по сей день данная проблема о поиске сотрудников очень актуальна для собственников пекарен. Следующим этапом номер 7, является обучение. Для чего нам вообще в принципе нужна была франшиза? Поскольку мы имели полный ноль в открытии общепита, франшиза давала отличные знания. Так, например, перед официальным открытием пекарни к нам приехали ребята из франшизы, где рассказали все технические процессы. У нас, то есть, было уже оснащение, было полностью готовой пекарни к работе, и они приехали для того, чтобы научить работать нас и работать пекарей с той продукции, которая должна выпускать непосредственно эта сетевая пекарня. Отмечу сразу, что пекарня отличалась от других пекарен тем ассортиментом, что выдавала полезную продукцию. Она работала на заквасках. Если кому-то интересно, можете загуглить, что это такое. Такая продукция хранилась наиболее долго и была наиболее вкусной, что на протяжении времени мы стали выяснять у покупателей, потому что они оставляли нам свои отзывы. Что входило в программу обучения? Это работа с кассовыми аппаратами, это непосредственно сама выпечка, это то, как следить за продавцами, это то, как вообще в принципе работает пекарня, как она делает рекламу, как она привлекает покупателей, как она удерживает покупателей на своей продукции. Следующим пунктом у нас являлось открытие нашей пекарни. После того, как мы прошли полное обучение, оно длилось в течение 3 дней, мы запустили нашу пекарню. Первый день клиентов было очень много, потому что в течение всего месяца весь проходящий трафик наблюдал то, как мы строим нашу пекарню, и им было очень интересно, что такое хлеб на заквасках, хлеб на заварках, и они пришли просто взять и попробовать. Когда клиенты приходили к нам, за кассой стояли мы, встречали их с улыбкой,
представлялись как владельцы данной пекарни, разговаривали, много общались, знакомились. И впоследствии с нашими клиентами мы выстроили дружеские отношения до такого предела, что когда они приходили, мы уже знали, что они будут покупать, и подготавливали для них или откладывали какую-то определенную продукцию. По вечерам мы делали скидки на всю нашу продукцию, и те клиенты, которые работали для самого поздна, приходили с удовольствием ее покупали. Что хочется сказать про работу самой пекарни? Было ли много у нас списаний? Поначалу да, когда только мы начали отрабатывать все технологические процессы, когда мы налаживали вкус хлеба, было много списаний, мы постоянно пробовали, постоянно кушали, выставляли на дегустацию какие-то продукты. То, что нравится, мы оставляли, то, что не нравится, мы выкидывали. Ежедневно, с самого начала, с первого дня мы ввели такое правило, что мы выбрасывали оставшуюся с прошлого дня продукцию, и на следующий день ее уже не реализовывали. Многие нам говорили, что, ребят, это невыгодно, мы это прекрасно понимаем, но для начала нам было необходимо удержать клиента, то есть каждый день выдавать ему свежую продукцию. Именно поэтому к нам возвращались. Итак, что мы имели через месяц? Через месяц мы имели некий постоянный уже поток клиентов. Это были люди, которые жили в ближайшем окружении от пекарни. Это были люди, которые любили наш продукт. И теперь давайте перейдем непосредственно к цифрам. Средний чек в нашей пекарне составлял порядка 120 рублей, и выручка в день была около 12-15 тысяч. Это была стабильность. В дальнейшем, когда мы уже пекарню раскачивали, примерно через 3-4 месяца выручка в нашей пекарне составляла около 20-22 тысяч рублей. Это, можно сказать, были самые шикарные, да, наверное, дни, когда была такая выручка. Но костяк из 12-15 тысяч каждый день у нас был, то есть на этом мы держались. Пекарня работала в плюс, потому что мы не закрывались ни на один день. То есть мы постоянно работали. Даже когда у нас не было пекарей, мы сами выходили, отрабатывали все с 5 утра, выставляли полную продукцию, и пекарня функционировала каждый день. Санитарную уборку, рекомендованную Роспотребнадзором раз в месяц, мы проводили по ночам. И чистая прибыль нашей пекарни составляла порядка 120-150 тысяч рублей в месяц. Это реально. Эту прибыль реально делать еще больше за счет увеличения оптовых продаж или работы на доставку. Итак, переходим к самому интересному, самому грустному, наверное, то, что случилось в пекарне. Это подстава от поставщика, который должен привести нам был оборудование к открытию. Мы заключили договор внимательно проверили, внесли предоплату. К определенной дате, за неделю до открытия, нам привезли часть оборудования. Мы обрадовались, все, что оборудование есть, скоро начнем работать, вызываем пекарей, чтобы протестировать. И потом ежедневно начинаются звонки, что оборудование задерживается. И так происходило на протяжении 1,5 месяцев. То есть реально на протяжении 1,5 месяцев пекарня не могла запуститься только из одного поставщика. У нас были закуплены продукты, у нас был нанят полностью персонал, но случилась вот такая вот беда. Но главная задача любого предпринимателя быстро реагировать на сложившиеся проблемы, и поэтому мы быстро, оперативно закупили печи у другого поставщика и запустили пекарню. Нам пришлось взять кредиты для того, чтобы быстро найти какие-то свободные деньги. После нам пришлось найти уже более надежного поставщика. В Москве мы его нашли. И буквально за 2-3 дня нам поставили все необходимое оборудование. Что же стало с поставщиком, который оборудование нам не поставил? Во-первых, у него оставались наши деньги, которые по нашему требованию он не возвращал. Он все продолжал настаивать на том, что он привезет оборудование и та-та-та-та-та-та. Мы подали на него заявление, подали иск, и в дальнейшем у нас на протяжении 2 лет проходил суд. 2000 years later. В чем была основная сложность этого суда? В том, что мы хотели отсудить у него упущенную выгоду. То есть помимо тех денег, которые он нам должен, человек нам был должен точно так же возместить упущенную выгоду. Это
те деньги, которые пекарня могла бы принести, но не принесла, потому что не работала чисто по его вине. По итогу суд мы этот выиграли, мы взыскали с него упущенную выгоду. Для того, чтобы оценить упущенную выгоду, необходимо произвести экспертную оценку бизнеса. Экспертная оценка является платной на территории Екатеринбурга, она стоила 40 тысяч рублей. Вот. Мы провели оценку, и позже судья, ознакомившись с этой оценкой, возместила нам ту упущенную выгоду, на которую мы ориентировались. Вот такие истории в бизнесе тоже, к сожалению, не редкость. Тяжело ли было нам открывать пекарню? Скажем, что не тяжело. Во-первых, потому что мы очень хотели ее открыть. Это очень важно, гореть каким-то делом. Во-вторых, мы были вдвоем. И все процессы, которые мы вам описали, мы делали вдвоем, распределив обязанности между собой. Так, например, в то время, пока Наташа занималась поиском поставщиков и поиском сотрудников, я занимался ремонтом и техническим оснащением пекарни, установкой вентиляции, установкой водоснабжения, установкой электричества. Это все было уже под моим контролем, и у нас получилась такая семейная коллаборация по открытию нашей пекарни. Даже если вы планируете открывать пекарню в одиночку, мы все равно вам советуем это делать, потому что это очень интересный опыт. Это колоссальнейший опыт вообще, в принципе, в предпринимательстве. Это такой бизнес, который изучает и производство, и взаимодействие внутри коллектива, и взаимодействие продавца с клиентом. То есть это полный производственный цикл, правильно так будет сказать. Вот. И мне кажется, после такого опыта не страшен любой другой бизнес, тем более в общепите. Это точно. Нужна вообще франшиза или не нужна? Для людей, которые работают очень давно в общепите, возможно, франшиза не нужна. Нам, как людей с нулевым опытом работы в общепите, франшиза очень пригодилась. Франшиза дает очень много знаний, очень много наработок и практически исключает те ошибки, которые мы могли бы сами совершить при открытии пекарни. И теперь плюсы и минусы покупки франшизы. Главным плюсом для нас было это то, что франшиза предоставляла огромный пакет документов, которых на предприятии производства и, в частности, пекарни очень много. Франшиза – это большая база знаний и накопленного опыта, который передается вот вместе со всем, так сказать. Это плюс, опять же. Франшиза дает свой фирменный стиль и присылает различные маркетинговые акции, которые они заранее просчитывают, что можно лучше продавать и по сезонности какой продукт лучше всего подойдет. Ну и также франшиза постоянно придумывает новые продукты, новую выпечку, новые хлеба, которые можно внедрять в своей пекарне. Основной минус франшизы – это то, что вы ежемесячно будете платить роялти. В нашем случае это составляло не очень много, порядка 12-18 тысяч рублей, в зависимости от того, сколько мы продадим за месяц продукции. И это стоит, в принципе, того, над чем работает франшиза. Это CRM-система, опять же, и вот те маркетинговые акции, о которых мы уже сказали. Это единственный, пожалуй, минус, который больше всего расстраивает. Ну, еще бы я отметила, что если еще планируешь открывать пекарню, либо какие-то точки под этой же франшизой, то нужно, соответственно, за каждую точку платить взносы. Общие итоги. Открытие пекарни – это сложно, это интересно, достаточно прибыльно. Из этого можно сделать хорошие деньги, если ты открываешь сеть пекарен. Ну и это, повторимся, очень крутой опыт в предпринимательстве. Большое спасибо за просмотр этого видео. Мы очень надеемся, что оно было для вас полезным и поможет вам принять верное решение, стоит ли открывать пекарню или не стоит вообще этим заниматься. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии, ставьте лайк и не забывайте подписаться, потому что на нашем канале есть очень много полезной информации для жизни. И до встречи в следующем видео. Пока!